Всем привет, друзья! В эфире программа «По домам». Мы в Зазеркалье с Романом. Это мой друг Роман. Мы Алисы. Мы Алисы в Зазеркалье, да. У нас, в общем, 145-й по счету новый буткемп, и это снова видео. Но этот будет финальный. Да, я надеюсь, мы же надолго здесь. Да. Ура! Вот, прошло 3 месяца самоизоляции. Мы наконец-то приехали в гости к пацанам на новый буткич. Сейчас Роман нам проведет экскурсию по этому невероятному месту. Начнем Со страз на ручку. со стран вот это. Ну, короче, да, здесь своеобразная В архитектура. целом здесь очень дорого-богато выглядит все. Я вам дальше покажу, какие тут камни есть интересные. Ну, погнали. Начнем с чего? С моей комнаты? Конечно, с царской палаты. Мы Погнали. заходим в Эрмитаж, друзья. Царская палата. Мне очень нравятся здесь потолки, они очень крутые. Просто люстра, не знаю, средневековье какая-то. Как в Большом театре примерно люстра. Тут еще огней не хватало, настоящих, знаешь, светильников. Огромные окна, 3 окна здесь в этой комнате. Она такая, Золотое зеркало, ну, Роман. это зеркало для, сами понимаете, напротив кровати. Проснулся и такой hello. hello. Золотые батареи, золотые стены, золотые светильники, Золотые купола. золотые купола. И, как говорится, душу они мою радуют. Радует. Так, ну, Сундучок в общем-то, сокровищ. Да, тут я храню свои сокровища. Лакшери. Ну, вот так вот скромненько я тут проживаю. А Очень еще у него скромненько. мраморный подоконник, друзья. Да, кстати. И фреска доисторическая, естественно, на полу. Это мы еще до капитанской комнаты не дошли. У них есть капитанская комната, друзья. Понимаете? Сейчас пройдем с вами в первый санузел. Здесь все очень прилично. Доисторический. Кстати, ты заметила, что это зеркальная картина, и здесь римская, только ты видишь ее в зеркале римская. Боже, загадки какие в доме. Такая архитектура санузла. Картины, картины, картины. Да, больше картин, богу картин. Что, Ну, тут у кухоньку нас покажем? кухонька. Пойдем на кухоньку. Пойдем. Кухонька. Кухонька. Ну, главный элемент кухоньки, это, конечно же, это барная стойка. Тоже с каким-то невероятнейшим камнем. Что это, я не знаю, правда. Это какой-то тоже мрамор или что это такое. Что-то очень дорогой, Роман, я думаю. Ну да, и она максимально бесполезна, потому что никто ее не использует. Так. Димас нам устроил очень уютный здесь уголок, там, где мы можем просто сидеть напротив камина. Да. А камин, как вы понимаете, друзья, тоже из очень дорогого камня. Да. Вот так мы садимся у камина с Романом и И how do you do, Роман? Но мы его включаем для начала. А Кстати, он у нас- он обогревает прям. Так, О, И и всё? все, и становится уютненько. сидим. И мы тут сидим и обсуждаем великие идеи. Так, Роман, сейчас мы обсудим с тобой великие идеи. По поводу либеральной системы государства, какую ты больше предпочитаешь? Либеральную, коммунистическую? Понимаю. Друзья, мы, конечно, Мы заходим. переходим к самому интересному. Это Абу-Даби, я считаю. Это Залетай. арабская ночь. Арабская ночь. Да. Тут храм Христа Спасителя. Слушай, ну посмотри, чего стоит только эта люстра. Она просто легендарная. Да, конечно. Ну а еще я уже опробовал это джакузи. Ага. Оно кайфовое. Нормально, да? Тут подсветочка есть, ты типа садишься, выключаешь весь свет, с подсветочкой именно с джакузи, так очень романтично. Но мне кажется, в принципе, один раз в этой джакузи кто-то искупался, больше никто ее не включит никогда. Это у нас еще не заселенная капитанская комната. Почему капитанская? Ну, потому что она, вот здесь, если бы ты видела, тут компас, Так. по-моему, нарисован. Ну и, в принципе, она в таком стиле, моряцко-капитанском. Да. Вот, тут картины с морем везде, голубенький цвет. Ну, я же говорю, была фишка вот эта, до того, как кровать здесь стала, тут был огромный Да. компас на пол. В общем, на полу компас, значит, вот это вот реально как, не знаю, как на маяке. Вот, у нас тут корабли, кругом полосочка голубая. Очень милая, кстати, комнатка. Я думал между этой и той. Ну, ты выбрал, конечно же, себе роскошную, Нет. львиную. Так, Чё, здесь зайдем. да, тут тоже арабская ночь. Это продолжение арабской. Кстати, да, тут прям особенно. Где свет? Света Это- нет. О, Арабская ночь. Снова, посмотрите. конверт с бабками нам вот высылают зарплату. ЗПХ. Это что осталось? Вот те хату сняли, заряженную, что еще надо? Что? Вот, Больше шторы ничего не очень просит. интересные. Тут люстра, опять же.
Посмотри, тут лепнина, прямо как это. Да. Интересно, конечно. В общем, тут пирамиды, лепнина, звезды на полу. Вот. Простенько, простенько. Да. Женщина с цветами в нашей галерее. Это все создано для того, чтобы игроки культурно образовывались, понимаешь, Мария? Чтобы мы каждый день соприкасались с прекрасным. Да. Ты так вот пока 3 раза за водичкой сходил на кухню, уже Ты вот, выставка. да, облился, обмазался прекрасным и пошел дальше играть в доту. Пойдем в доту как раз пойдем. Тут у нас зона дискотеки. Какая-то. Это эти фонарики переключаются в какие цвета ты хочешь вообще, и тут их много, вот так по всему периметру. И только 2 у нас включены. У нас блэкаут шторы мы повесили, потому что невозможно было играть. Тут типа вся комната в окнах. Вот. И что еще вам рассказать? Но без тематики, получается, помещение. Вот это без тематики. Ну, здесь у нас есть огромный телевизор для того, чтобы обсуждать реплей, смотреть на них. У нас есть диван, на котором можно все вместе почилить. И что? И прекрасные ваши столы, кресла, и, короче, все Virtus.pro-шное. На этом, собственно, мы закончили экскурсию по прекрасному дому. Да. Картины показали, Вован. Напоминаю, что друзья Virtus.pro по рематч дают бонус для всех болельщиков ВП. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и получай подарок как болельщик медведей. 100% бонус на депозит. И не забудь скачать после регистрации лучшее приложение для прогнозов на iOS и Android. Удачи! Экскурсию мы закончили, и немножечко уже вопросов накопилось у всех людей, которые вас не видели. Да, множество вопросов. Да, Роман, все мы знаем, что у вас был небольшой, коротенький отпуск. 4 денечка. Мы с тобой его вместе провели. Да. Расскажи, пожалуйста, общественности, чем мы занимались в Подмосковье. Ой, это можно рассказать? Конечно, конечно. Ну, вообще мы прекрасно чилили. У нас была отличная беседочка, там шел уютный дождик, у нас был мангальчик, костерчик, который постоянно горел. Мы прекрасно общались, сидели, не было всяких, знаешь, лох, которые бы безумно бегали, там и что-то творили. Илья. Было бы мне Илюша Коробкин. One Love, как бы, Илюшенька. Да, было на самом деле. Было очень чилово, там была прекрасная природа, у нас был отличный дом, прям вот из моей мечты, как я все как я и хотел, ты показала мне этот дом, я такой, офигеть, это что, реально? Да. Вот, там была очень классная реченька, в которую можно было спускаться, мы ходили по лесу, катались на великах. Потом Сергей Гламазда приехал, еще баскетбольчик Серега приехал, да, мы баскетбольчик покидали. Да. Такой, когда все снял. Все на высшем уровне было. Да. Тот самый момент, когда молодежь радоваться начинает уже новым каким-то прекрасным вещам, типа лесочек, реченька, костерок. Во время карантина это просто самое лучшее, что могло случиться. А еще, друзья, парни много читают книг. И даже когда мы были за городом, даже вот несмотря на реченьку, костерчик и баскетбольчик, ребята не расставались с книжками. Что ты читал на природе? Я продолжаю читать свою книгу «21 урок для 21 века». Это тот же писатель, который написал «Homo Deus» и «Homo Sapiens», просто легендарнейшие книги, на мой взгляд, Харари. И она прям тоже очень, знаешь, заставляет... Это такая книга, которая заставляет задуматься над какими-то глобальными проблемами, там, да, с какими человечество там будет сталкиваться в дальнейшем, и как бы немножко переводит твой фокус каких-то, знаешь, рутинных, буденных дел на какой-то, знаешь, типа, ой, я тоже могу подумать там о будущем человечества, я чувствую себя там шишкой. Просто великолепная светская беседа. Как приятно тебя слушать. Я так рада, что вы читаете много книг. Да, Вованчик вообще, он классику читает, я офигел. А то мы сейчас еще у Вованчика спросим. Ребята, берите пример, читайте книги. Не забывайте, что помимо доты и интернета есть еще аналоговый мир. Да. Ладно, мы на такой расчилке с тобой поговорили, значит, про отдых, про вот это вот все светлое, доброе, хорошее. Что там по сезону? Какие планы по доте? Ну, мы начинаем плотно тренироваться, у нас начинаются турнирчики, по-моему, 21 числа, послезавтра стартует первый, то ли Beyond Epic? Beyond Epic, да. Beyond Epic, да, мы начинаем играть. Опять же, череда онлайн-турниров у нас начнется один за одним, будем играть, и... Ну что, ждем, пока будут какие-то новости от Valve, когда начнутся какие-то новости по мажорам, по интернешналам. Это все очень, знаешь, ну, я хочу уже что-то услышать.
Понимаю тебя. Ну, а вот ребят остальных на буткемп собирать как-то вы планируете как-то менять это положение? Потому что уже долгое время вы вдвоем с Вованом сидите и все по домам. Пока границы не открыли, пока сложно. Но в целом, да, я думаю, как только все немножечко разойдется, если не будет никакой второй волны, что, в принципе, очень вероятно, то мы соберемся на буткемп. Ну, потому что очень хочется уже налаживать как-то игру нашу, вместе сидеть здесь, обсуждать что-то, потому что мы только с Иваном обсуждаем какие-то вещи. Ну, типа, а все остальное онлайн происходит, и это не то, не много. Ну, ждем, надеемся, верим. Передаем привет командочке, ребятам, которые сидят сейчас не в Москве. Мы скучаем по вам. Очень скучаем. Там тоже Вова за кадром машет. Ну что, друзья, и главная достопримечательность этого дома — Владимир Нуван Миненко. Мы с Вовой последний раз в кадре общались когда? Когда еще можно было ходить по улице? Когда гуляли по парку. Да, когда в парке гуляли. Там, если что, ржет Роман Фоминок, но он занят. Не обращайте внимания. Он смотрит, что было дальше. Да. Вов, мы с Ромой уже обсудили нашу прекрасную поездку, побег за город в Подмосковье. Ты что запомнил об этом прекрасном загородном отдыхе? Очень красивая природа была, хорошо отдыхали, в хорошей компании. Вот, здорово было все. Ну, все по-доброму было, так, все спокойные были. Круто, чисто расчилка была. Шикарно. А что читал? Где? Ты с книжкой тоже там ходил постоянно? Какую книжку ты читал? Ремарк, Так, Триумфальная арка. так. А в чем? Доктор в Париже, 37-й, по-моему, год, 1937 война, все дела. Он как бы из Германии, но он в Париже. Дальше думайте сами. Все понятно, ребят. Ну, все, гуглим, скачиваем, читаем. А вы сейчас по-прежнему тренируетесь постоянно вместе, ну, не только с Ромкой, соответственно, всей командой. Я так понимаю, что вот эти 4 дня отдыха закончились, и вы снова вернулись на Буткич в рабочий формат, правильно? Ну, начинаем, да, возвращаться понемножку. Ну, как ты сам ощущаешь по текущей форме? Все ок? К Beyond Epic готовы? Ну, форма всегда меняется. Сейчас у нас чуть-чуть чего-то не получается, где-то не хватает сыгранности и собранности в каких-то играх. А так, в принципе, конечно, состав-то рабочий, хороший все. У меня последние несколько недель меня не покидает вопрос, я вот почему-то хочу тебе его задать. Секреты выиграли просто все, что можно было выиграть. При этом они находятся в такой же абсолютной ситуации, что и все остальные, и там они разрознены точно так же сейчас по-разному, там, по домам сидят. Почему у них так получается? Ты вот знаешь ответ на этот вопрос? Конечно. Ты не думал об этом? Я с самого начала года, когда увидел их состав и увидел то, что к ним присоединился Матумба, ну, я, в принципе, знал, что так будет, но да, просто состав очень-очень сильный. Все 5 игроков супер хайскиллы, и у них есть очень крутая синергия. Ладно, не будем про доту. Так или иначе, вам все равно предстоит очень-очень много в ней играть, о ней говорить, о ней думать. Ну, мы еще хотя бы отдохнули, перерывчик был, потому что 3 месяца постоянных игр. Ну, у нас там вообще, я помню, 2 месяца подряд просто каждый день игры были, и один выходной за 2 месяца у нас был. Это была какая-то дичь. Вот сейчас хотя бы отдохнули, вроде с новыми силами, с желанием подойдем. Я думаю, людям тоже, как бы, которые смотрят доту, она тоже как-то обесценилось качество игры. Ну да, типа каждый день включаешь, каждый день турниры. Одно и то же. И опять одни и те же секреты выиграют 3-0. Скучно. Ну все, значит, надо раздавать это огня на ближайшем туре. Постараемся. Мы вообще вас верим все, я уверена. Сейчас в комментариях даже все напишут, что очень верят в нашу команду. О, да. Что ты еще делал на буткемпе, пока у вас был перерыв? Ну, помимо того, что мы съездили на природу, немножко чильнули. До этого или после? Ну и вообще, да, и до его после. Планов было грандиозное количество. Так. Но, как обычно, ничего из этого почти не случилось. Там. Ну, старался там вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, читать книги, играть в доту. Сложно это все дается, все вместе. Сложно. Но я старался. Мы тут, короче, с Ромкой провели экскурсию ребятам, нашим зрителям, по новому Буткичу. Тут очень неоднозначный дизайн. Такая она у нас квартирка роскошная, интересная. Что тебе первым бросилось в глаза, и что тебе здесь очень нравится, и что тебе здесь кажется, что это неудобно, там, или наоборот? Что мне очень нравится, но здесь очень приятно находиться, потому что здесь очень крутой ремонт, высокие потолки, куча света, все красиво сделано, стильно очень, куча картин, как я не знаю, как в музее. Да. Тебе сразу здесь понравилось, стало уютно, хорошо ты нашел свою комнату и такой, все, это мое, или нет? Не, мне пришлось недели 3, наверное, пожить в разных комнатах. Я перебрал 3 и потом нашел
замечательную, хорошую комнату с хорошим проветриванием, где я мог спокойно, комфортно спать. Вы знаешь, вы с Ромкой как в сказке про Машу и медведей. Когда медведей нет, типа, А Маша есть? ну а вы, да, вы вместо, ну, вот как Маша, я такой, тут полежу, это попробую, все равно тиммейтов нет, все. Ну да, конечно. Хата свободная. У меня в комнатах, в которой я раньше жил, она сейчас моя гардеробная. Вся. Там просто все в шмотках. Друзья, что я хотела сказать. Этим видео мы наконец-то открываем сезон IRL общения, наконец-то с игроками. Мы постараемся минимизировать вот эти видосики, которые мы снимали, сидя в самоизоляции. У нас сейчас появилась возможность приезжать к парням на буткемп и в лайве общаться. Я надеюсь, что так и будет, не будет никакой ужасной второй волны, и мы продолжим в том же духе. И потихонечку командочка воссоединится, и будет еще больше контента. Вот, и если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Владимир, ты хочешь что-нибудь сказать нашим зрителям? Ждите новых видео. Да. Всем спасибо, кто смотрел. Пока. Spread the word.